Выгоните зло за порог своего дома. Избавьтесь от сглаза и порчи навсегда. Друзья, простая действенная практика, которая поможет вам избавиться от любого негатива в самое ближайшее время. Друзья, здравствуйте! Как всегда, с вами канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, у нас много полезной для вас информации. Вы знаете, на протяжении всего времени каждого из нас окружают различные энергии, при этом как положительные и отрицательные. И каких энергий будет больше, к сожалению, а может быть, к счастью, зависит только от нас самих. Поэтому очень важно привлекать постоянно светлые энергии, энергии и вибрации света, любви, энергии добра и отталкивать все плохое в своей жизни. Но, к сожалению, не всегда зависит только от нас по разным причинам. Потому что часто в нашем окружении есть такие люди, которые завидуют нам, которые желают нам зла. И для того, чтобы испортить нам жизнь, они насылают на нас порчу. А порчи мы еще знаем от наших прапрадедов. Это очень сильный и разрушительный посыл негатива, который способен полностью перевернуть нашу жизнь. И, к сожалению, в нашей жизни начинает нас преследовать череда всевозможных неурядиц, проблем и неприятностей различного характера. Порча может касаться как кого-то определенного, так и может быть сделана на всю семью, на дом, и тогда вся семья начинает переживать, у нее всей семьи начинаются какие-то проблемы, какие-то непонятные беды, неприятности. Конечно же, хочется узнать, как же узнать, что на вас наслали порчу. Поэтому я обращаю ваше внимание, что если в вашей жизни до какого-то определенного момента все было хорошо, у вас легко все получалось, вы были успешны, вы богаты, вы имели крепкую, хорошую семью, и ни с того ни с сего в один прекрасный миг, а вы это сами увидите и поймете, у вас все изменилось, знаете, перевернулось с ног на голову, появились неприятности при этом во всех сферах вашей жизни. Вас перестали радовать многие вещи, особенно все то, что еще не буквально, возможно, неделю назад приносило вам удовольствие. Появилась апатия к жизни, перестала интересовать вас семья. Вам больше не хочется добиваться абсолютно никаких целей. Вам постоянно хочется даже покинуть свой дом, квартиру. У вас испортился сон. Вы никак не можете выспаться и просто отдохнуть. У вас постоянная вот такая, знаете, усталость, знаете, хроническая усталость везде и всегда. И это вообще не проходит, а с каждым днем только накапливается и накапливается. И вы начинаете отказываться делать какие-либо дела по дому. Больше вы не можете принимать самостоятельные решения. Вы перестаете видеть смысл во всех своих действиях. Вас перестает интересовать ваша семья. Учащаются всевозможные скандалы. Отношения начинают наполнять ненависть, конфликты. Хочется покинуть свой дом, а попадая в дом, вам хочется открыть все окна, двери и запустить потоки новых энергий. Вам прямо, когда вы открываете, вы прямо чувствуете, что заходит новая свежая энергия, свежий воздух. У вас начинают болеть колени, спина. Это означает, что присутствует постоянный стресс, чувство паники. И знаете, на вас наслали очень сильную порчу. И нужно срочно проводить чистку, так как с каждым днем это будет только все хуже и хуже, ухудшаться и дополняться другими, к сожалению, различными неприятностями. И, знаете, есть один старинный и очень сильный ритуал, который передался нам от наших предков. К сожалению, мало кто о нем знает, но именно он способен вернуть в нашу жизнь в первоначальное русло. Делать его нужно и обязательно для того, чтобы избавиться от того негатива и проблем, которые есть в вашей жизни. Очень важно, чтобы в тот момент, когда вы будете проводить эту практику, вам никто не мешал. Иначе это все потеряет свою силу, и вы не получите нужный для вас результат. Итак, перед тем, как приступить к этой практике, вам обязательно нужно настроиться на положительный лад, постараться перестроиться и наполнить свою голову только приятными, только хорошими мыслями и быть уверенным, что очень скоро вы избавитесь от всего плохого в жизни, что происходит в данный момент в вашей жизни. Это, возможно, будет очень непросто, но если вы приложите для этого максимум усилий, то вы действительно сможете выйти из этой
вот такой вот бурлящей, гнилой, вонючей воды из этих проблем. Итак, когда вы будете готовы, приступайте к практике. И обязательно в этой практике вам нужно взять уксус, соль и воду, также корицу. Итак, берем емкость. Лучше, если это будет баночка, так как ее нужно будет после проведения этой практики обязательно выбросить. Но помните, любая емкость нам нужна, но именно чтобы она была стеклянная, а не пластмассовая. Наберите в нее проточную воду. Нужно сделать это 3 раза. Первый раз утром, второй в обед и третий вечером. Затем нужно добавить 3 щепоточки корицы, 3 ложки уксуса столового и 3 ложечки соли. Перемешайте это все и в течение 3 часов перемещайте вот эту емкость по вашему дому. Но на ночь оставьте именно в той комнате, где вы спите. Когда будете перемещать по дому емкость с водой, проговаривайте следующие слова. Все зло убираю, собираю, от себя отгоняю и врагу его обратно возвращаю. На следующий день воду не выносите, а оставьте ее возле входной двери и при этом проговорите следующие магические слова. Все зло за порог уходи и больше в дом мой не входи. Проделав это, обязательно зажгите свечу любого цвета и дотроньтесь ней ко всем углам входной двери. Свечи дайте полностью догореть. И так все оставьте до следующего утра. Далее, на следующее утро вы проснулись, берете баночку и выносите ее далеко от вашего дома. Когда будете возвращаться, не поворачивайтесь назад ни при каких обстоятельствах. Уходите быстрым шагом, и если вы встретите кого-то на пути, то ни с кем не разговаривайте. Поэтому, чтобы вы не встретились ни с кем, постарайтесь проснуться как можно раньше и выйти из дома. После того, как вы вернулись домой, зашли, ни с кем не разговариваете, обязательно сразу искупайтесь, обязательно. И когда вы будете принимать то ли это душ, то ли это ванну, говорите следующие слова. Каналы для принятия положительных энергий открываю, все неприятные моменты из своей жизни убираю. Когда выйдете из душа, обязательно съешьте ложечку меда и запейте ее проточной водой. Это поможет вам привлечь к себе нужные для вас потоки и начать заполнять вашу жизнь. Также у нас еще к вам одна большая просьба. Когда вы зашли и отправили принимать душ или ванную, желательно, если вы будете принимать ванну, то используйте соль, хотя бы щепоточку бросьте соли в ванную. И в обязательном порядке все те вещи, которые вы одевали на протяжении этой всей практики, сразу отправьте в стирку и постирайте. И добавьте в стирочку обязательно тоже щепоточку соли. И проделав вот эту практику, вы знаете, друзья, она очень сильная, вы сразу ощутите улучшение. Потому что вы прямо поймете, знаете, как начнет, если у вас раньше эти проблемы, как, знаете, как сосали вас энергетически, то вы прям почувствуете, что они потихонечку, проблемы, неприятности начнут уходить. И к вам начнет возвращаться интерес ко всему, что для вас важно. И с каждым днем все будет лучше становиться вам и лучше. Помните о том, что мы живем с вами в мире, когда люди вместо того, чтобы пытаться что-то изменить в своей жизни, к сожалению, изменить не просто жизнь, а в лучшую сторону, многие люди начинают причинять непоправимый вред тому, что они считают кого-то, что они лучше, и им это неправильно, несправедливо они это имеют, или им досталось, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мы не видим реальную ситуацию, мы не видим реальную жизнь, потому что человек, заходя в свой дом, закрывая на ключ, это его как бы жизнь, и мы не знаем, что он в это делает время, с кем разговаривает, как общается, что пишет на листке бумаги, и так далее, и так далее. И многие люди думают, что, ой, ему так легко это все достается, а может быть, в глубине души его ангел-хранитель уже белый ходит, потому что человек постоянно думает и мыслит, как же ему заработать больше денег или стать более успешнее, как заработать на учебу ребенку и так далее, и так далее.
Поэтому будьте всегда очень осторожны по отношению к другим людям. Даже если вы думаете и уверены, что ваша подруга, ваша знакомая, ваша соседка, она доброжелательна к вам, всегда готова к вам прийти на помощь, вы возможно, не поймете еще ближайшие 5-10 лет. Но на 11-й год вы поймете, что у нее во все это время были какие-то определенные корыстные цели. И, конечно же, постарайтесь почаще проводить различные энергетические чистки. А вот именно эту практику возьмите за правило. Делать хотя бы раз в полгода. И тогда вам точно никто никогда не сможет навредить. Как вы видите, все достаточно просто. Все зависит только от того, насколько вы готовы поменять свою жизнь, защитить свою семью от того негатива, от тех негативных программ и посылов, которые направляются в сторону вашу и в сторону вашей семьи. Друзья, мы надеемся, эта информация для вас была полезна, важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно заходите на канал Эзотерика для тебя, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.